Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Инвиз. В этом видосе я хотел бы вам показать полезные настройки, о которых, возможно, вы не знали, возможно, кто-то когда-то о них слышал, но не вдавался в подробности. В общем, по всем настройкам я пройдусь и самые полезные выделю, про самые полезные расскажу. А перед тем, как я вам покажу полезные настройки, я хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, потому что я уверен, что большая часть из вас не подписана на него. Поэтому прожимай красную кнопку подписаться и не забывай про лайк. А также не забывайте заходить в телеграм-канал, ведь в телеграм-канале я со всеми вами общаюсь, периодически спрашиваю, какие видосы вообще снимать, периодически делюсь чем-то из своей жизни. Поэтому залетай, ссылочка там будет в описании, в комментариях, думаю, ты найдешь. Ну а мы погнали. Итак, сейчас я нахожусь в тренировочном лагере. Здесь я вам смогу наглядно показать настройки полезные, то есть показать, как они работают и как они действуют. Начнем с основных настроек. Подробно прям по каждой проходить не буду. Буду проходить только по полезным, которые вам, скорее всего, будут полезны. Первая настройка — отображать левую кнопку огня. Я ее рекомендую оставить всегда включенной, и сейчас расскажу зачем. По стандарту у нас есть только правая кнопка огня. Мы можем в настройках схемы отключать, либо включать вот этой вот кнопкой. Чем отличается правая кнопка от левой кнопки? Правую кнопку мы не можем вынести за границы экрана, а левую кнопку мы можем вынести за границы экрана. Есть такие раскладки, где палец касается только угла экрана, палец, который отвечает за стрельбу. И в таких случаях правая кнопка будет очень неудобна, мы будем промахиваться, и, соответственно, персонаж у нас в каких-то моментах стрелять не будет. Поэтому я рекомендую использовать левую кнопку огня. В любом случае по кнопке вы попадать будете, даже если палец будет нажимать на самый угол экрана. С этим разобрались. Идем дальше. Следующая у нас настройка — это выстрел со снайперских винтовок и арбалетов и выстрел с дробовиков. По принципу работы эти две настройки можно отнести к одной настройке, то есть объединить их. Единственное, что их отличает, это вид оружия. В одном случае у нас дробовики, в другом у нас снайперские винтовки и арбалеты. Давайте я сейчас возьму дробовик и покажу наглядно на одной настройке, как это работает. Если у нас выбрано будет нажатие, то тут все по-обычному. Мы нажимаем на кнопку стрельбы, и происходит у нас выстрел. Если мы выберем отпустить, то выстрел у нас произойдет, когда мы отпустим кнопку стрельбы. Мы зажимаем кнопку стрельбы и бросаем ее. Эта функция может быть полезна только тем, кто играет в 2 пальца, в 3 пальца. Если вы играете в больше 3 пальцев, то надобности в этой функции нет. То есть, если вам хватает пальцев навестись и стрельнуть, то это удобно. Если вам не хватает пальцев, то, конечно, будет удобно стрелять на отпускание. То есть мы зажали кнопку, навелись, бросили, стрельнули. Удобно. То есть эту функцию можно использовать только так. Аналогично у нас и со снайперскими винтовками. Дальше у нас идет категория настройки прицела. И первая в ней настройка — режим прицела. Если мы ставим по умолчанию на нажатие, то прицел у нас будет открываться только на нажатие и убираться также на нажатие. А вот если мы выберем пункт «Удерживать», то когда мы ложим палец на кнопку прицела, то у нас прицел открывается, а когда бросаем палец, прицел у нас закрывается. Все просто. Если мы выбираем смешано, то если мы нажмем, у нас откроется прицел и не будет закрываться. Если нажмем еще раз, прицел закроется. Если мы положим пальчик, прицел откроется, и уберем пальчик, прицел закроется. С этим все понятно. Я рекомендую ставить на удержание, если вы играете больше 3 пальцев. То есть 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21. Тут уже как вы играете. Вращение камеры при прицеливании — это тоже все зависит от вашей раскладки. Если у нас включено будет, то камера будет вращаться, если мы будем ставить пальчик на прицел и двигать им. То есть мы поставили палец на прицел и начали им двигать. Камера вращается. Если мы отключим эту функцию и поставим палец на прицел, то ничего у нас двигаться не будет, только гироскоп. Дальше. Переключение быстрого прицела. Тут все понятно. Рекомендую включить, потому что
когда функция включена и у нас есть какой-то прицел, мы можем быстро его менять, не заходя в инвентарь. Полезная функция, полезная настройка. Включаем. Регулировка фокусного расстояния нажать, удержать. Тут все аналогично. По стандарту у нас стоит нажать. Сейчас покажу. Берем прицел, шестерку, входим в него. И чтобы нам кратность его уменьшить, нам надо нажать и провести пальцем. Вот так вот. Если мы ставим на удерживать, то мы просто ставим палец на настройку кратности и тянем вверх либо вниз. Очень удобно, экономит нам секунды времени. Дальше у нас идет выглядывание. Это у нас наклоны наши. Если они у нас выключены, а по стандарту они выключены, то использовать наклоны мы не можем. Если мы включим настройку выглядывания, то у нас появляются наклоны, и мы можем в нашей раскладке настроить эти наклоны и использовать их. Дальше в этой категории у нас идет режим укрытия, нажатия, удержания смешано. Тут у нас аналогично, так же как и с прицелом. По стандарту стоит у нас нажатие. Если мы нажмем, у нас будет произведен наклон. Нажмем еще раз, мы выйдем из наклона. Если мы ставим на удержание, то когда мы ставим палец, наклон используется. Если мы убираем палец, наклон у нас перестает использоваться. Также все аналогично, как и с прицеливанием. Следующая настройка у нас идет наклониться и прицелиться. Сейчас я покажу, как она работает. Я ее включаю, беру оружие в руки и нажимаю на наклон. Соответственно, понятно, как она работает. Когда мы входим в наклон, у нас автоматически производится вход в прицеливание. Если мы отключим, то в наклон мы будем просто входить. И в прицеливание нам надо входить отдельно. С этим все понятно. Следующая настройка у нас вращение камеры при наклоне. Тут все так же аналогично, как я показывал с прицелом. Вращение камеры при прицеливании. Показываю, как это работает. Мы нажимаем на кнопку наклона и двигаем пальцем. Камера у нас двигается. Если я выключу эту настройку, то, поставив палец на наклон, я двигать камерой не могу пальцем. То есть я пальцем сейчас двигаю, камера не двигается. Только гироскоп. Опять включаю. Ставлю палец на наклон, двигаю пальцем, камера двигается. С этим все понятно. Тут все также зависит от вашей раскладки. Если вы играете в большое количество пальцев, то эту настройку лучше выключить, чтобы не сбивался у вас аим. Если вы играете в маленькое количество пальцев, там 5, 4, 3, то эту настройку лучше включить, чтобы вы экономили время на наводку. То есть вы прожали наклон и сразу наводитесь. Очень удобная настройка. Дальше мы заходим в продвинутое управление. Универсальная метка — это у нас обычная метка. Звуковые эффекты выстрелов в голову, я их отключаю, чтобы они не бесили. То есть, когда вы будете попадать в голову, будет издаваться такой некий звук попадения в голову. Объединение приседания и положения лежа. Показываю, как это работает. Мы, допустим, становимся, зажимаем кнопку приседи и ложимся. Нажимаем на эту же кнопку и встаем. Не очень удобно, но, возможно, кому-то сэкономит место на экране, поэтому можете включать. Я рекомендую от себя выключить. Лучше отдельно будет у вас кнопка лечь, отдельно кнопка сесть, так удобней. Если я отключу, то у меня появляется кнопка лечь, которая отдельно настроена мною в схеме. Следующая настройка у нас веерообразная зона броска. В моем случае стоит бросить. Сейчас покажу, как это работает. Я беру сейчас там, где у меня находятся гранаты, пальцем зажимаю и выбираю ту гранату, которая мне нужна. И она сразу у нас берется в боевую готовность. И ее можно кинуть. Вот так это работает. Если я выберу переключить, то, зажав там же пальцем сейчас, я могу только выбрать гранату. И отдельно мне ее нужно будет кинуть. С этим, думаю, все понятно. Тут уже используйте, как вам удобно. Следующая функция у нас автопрыжок. Я ее не рекомендую включать. Дальше коснитесь экрана, чтобы отметить область. Я не знаю, что это такое. Бросок расходников. Это мы можем бросать таким же образом, как я вам показывал с гранатами. Мы можем бросать аптеки, там бинты, болики. Думаю, с этим понятно.
Следующая настройка у нас режим прозрачного интерфейса. Если у нас эта настройка включена, то мы в обычной катке можем включить прозрачный интерфейс, просто зажав верхнюю левую надпись PUBG Mobile. Вот, можно поделать скриншотики, позаписывать каточки, поэтому, кто не знал, пользуйтесь. Дальше у нас скользить на арене. Я этой функцией никогда не пользовался, она мне не нравится. Если не ошибаюсь, когда вы будете играть TDM-ку либо арену, то вам нужно зажать кнопку приседи, и тогда ваш персонаж будет скользить. Не знаю, не нравится мне эта функция, эта настройка, я ее рекомендую отключать. А тут уже, конечно, то, как вам удобно. Может, вы всю жизнь играли с этой настройкой, я вас тут буду заставлять ее отключать. Дальше у нас включить первое лицо, это у нас переключатель. Если вы играете от третьего лица, то вы можете включить переключатель и входить в первое лицо. То есть я сейчас отключу, у меня кнопки входа в первое лицо не будет. Если я включу, то можно войти в первое лицо. Если, конечно, вы играете от третьего лица. Если вы играете от первого лица, то с первого лица перейти в третье не получится, к сожалению. Дальше у нас имбовые пошли настройки. Первая настройка у нас режима третьего лица. Это у нас, простыми словами, поле зрения наше. По стандарту вроде стоит как на телефонах 80. И показываю, что это такое. Я сейчас встал таким вот образом, навелся прицелом на надпись 7.62. И запомните, слева отступ какой и справа отступ какой. Ну, запомнили расположение сейчас моего персонажа и то, что он сейчас видит. Ну, то, что мы видим на экране. Теперь я захожу в настройки и выкручиваю режимы третьего лица на максимум. У нас слева добавилось и справа добавилось. То есть это поле зрения, я его рекомендую выкрутить на максимум. Потому что раньше этой настройки давно еще не было, и против айпадеров играть было сложновато. Сейчас у нас условия стали более-менее равными, и эта настройка нам позволяет отдалить камеру от персонажа, что сделает залет наш лучше, и поле видимости у нас будет тоже больше. От третьего лица работает аналогично. Тут у нас даже по имбове намного. Заходим в первое лицо. Запомнили сейчас слева-справа отступ. Сейчас оставлю по дефолту, сколько было. Если не ошибаюсь, 90 по дефолту стоит. И смотрите, у нас режется прям сильно поле видимости наше. Беру, возвращаю. И у нас поле видимости стало больше. Понятное дело, эти настройки нужно выкрутить на максимум. Так же, как и чувствительность рывка. Это у нас чувствительность нашего джойстика. Чем больше тут значение процент, тем более чувствительный наш джойстик. Если вы не хотите стопиться случайно где-нибудь во время игры и хотите резко мансовать, то я рекомендую выкрутить эту настройку на максимум. Дальше у нас идет категория настройки помощи, и первая в ней настройка помощь в прицеливании. Простыми словами, это Aim Assist, и если у нас эта настройка включена, то игра вам будет помогать по горизонтальной оси наводиться на врага. На вертикальную ось это не распространяется. Горизонтальная ось у нас это вот это, вертикальная ось у нас вот это. Соответственно, если у нас враг это вот это дерево, и мы начинаем стрелять сюда, то Aim Assist нам будет помогать горизонтально навестись на этого врага. На вертикальную ось это не распространяется. Я по настроению эту настройку то включу, то выключу. Вот. Вам рекомендую ее отключить и стараться тренировать Aim без Aim Assist. Следующие настройки у нас идут аудиометки основного экрана и автоматически отмечать места попаданий. Бесполезные настройки, не будем их трогать. А вот полезная настройка у нас это напоминание о лечении. Полезна она только если выключена, потому что если она включена, полезности в ней нету вообще. За что она отвечает? Когда у нас мало хп, либо какая-то часть хп отсутствует, то игра принимает решение сама, чем мы будем хилиться. Мне эта функция не нравится, потому что иногда игра берет бинты, когда у нас остается мало хп, либо когда мы начинаем перехиливать зону, грубо говоря, и игра вместо того, чтобы использовать аптеку, а ее нужно использовать в конце зон, которые очень сильно бьют, игра просто берет и ставит нам бинты. И
времени на то, чтобы выбрать обратно аптеку, у нас вообще нет. Поэтому отключаем эту функцию и забываем про нее. Будем использовать то, что хотим. Хотим бинты, используем бинты. Хотим аптеки, используем аптеки. А чтобы игра сама выбирала, что нам использовать для хила, это не варик. Поэтому отключаем эту настройку и забываем про нее. Автооткрытие дверей, тут все понятно. Двери открываться будут автоматически, если функция эта включена. Дальше роль десанта по умолчанию выключаем, чтобы мы автоматически не цеплялись ни за кого и за нас не цеплялись. Дальше у нас идет постоянно использовать бинты. Перескакиваем так с правого налево. Дальше у нас идет настройка постоянно использовать бинты. Эту функцию я рекомендую включить, потому что она у нас продолжает использование бинтов, если мы нажали на использование бинта. То есть мы хотим похилиться бинтами, подхилиться бинтами. Мы нажали на один бинт, и у нас автоматически будут использоваться бинты, пока мы не прекратим использование бинтов. Удобная настройка, можно оставить ее включенной. Следующая настройка у нас это индикатор преграды прицеливания. Я ее рекомендую выключить, и сейчас расскажу зачем. Если она у нас выключена, находясь за препятствием, за любым препятствием, у нас прицел остается прицелом. И если мы будем резко вставать и стрелять, то у нас все работает нормально. Если мы включим эту функцию, то у нас будет аналогичная ситуация. Прицел становится не прицелом, и когда мы встаем, у нас пули некоторые уходят вверх. То есть какой-то момент во время вставания и приседа персонажа прицел, короче, куда-то уходит вверх, либо вниз, и стрельба летит не в точку, именно возле препятствий. Поэтому рекомендую эту настройку выключить и забыть о ней. Дальше у нас самая прекрасная функция, которую добавили недавно, это разгон проведением по горизонтали. Я ее рекомендую выключить, потому что раньше она у нас по стандарту была включена, и отключить ее нельзя было. Что это такое? Простыми словами, это ускорение нашей чувствительности. Чем быстрее мы двигаем пальцем по экрану, тем больше у нас чувствительность. Чем медленнее двигаем пальцем по экрану, тем медленнее чувствительность. Понятное дело то, что одинаковой чувствительности у нас нету, потому что двигать палец мы будем постоянно по-разному, в зависимости от ситуации. И если мы сдвинем резко, то у нас сенса вообще 300. Если мы двинем тоже расстояние медленно, то у нас сенса вообще маленькая. Поэтому я рекомендую ускорение это отключить, то есть разгон проведением по горизонтали. И у нас чувствительность остается на одном уровне. То есть мы ее настраиваем под себя, и она у нас постоянная. Она у нас не зависит от того, как быстро мы будем двигать пальцем по экрану. Ну и, наконец, дошли мы до гироскопа. Гироскоп у нас это... Что такое простыми словами? Это функция такая в телефоне, благодаря которой, двигая телефоном, мы можем двигать нашей камерой. Двинули телефон вверх, камера поднялась вверх, опустили телефон вниз, камера ушла вниз. Все понятно и просто. Понятное дело то, что я рекомендую эту функцию включить, если у вас поддержка гироскопа в телефоне есть, и играть с гироскопом. Настроить чувствительность под гироскоп и играть с гироскопом. Если мы выберем открыть прицел, то гироскоп у нас будет работать только в прицеле. Но это такое себе, поэтому мы включаем полный гироскоп и учимся играть с гироскопом. Поверьте, когда вы привыкнете играть с гироскопом, играть без гироскопа вы точно не захотите. Реверс гироскопа, не знаю, зачем эта функция есть. Это у нас, грубо говоря, по вертикальной оси инверсия. То есть мы поднимаем телефон вверх, камера идет вниз. Опускаем телефон вниз, камера идет вверх. То есть это у нас инверсия, грубо говоря, по вертикальной оси. Ну и последняя категория у нас это стрельба у нас от бедра. Есть отдельно для этого кнопка. Не знаю, бесполезная функция, персонаж стопится, залет сильно не увеличивается. Поэтому знайте, что эта функция есть. Вот. И если хотите, то вы можете ее включить и играть с нею. Но я его рекомендую выключить и играть как обычный нормальный игрок. На этом, в принципе, основные полезные настройки закончились. Я прошелся по всем настройкам и выделил
полезные настройки, которые я рекомендую включать, какие-то выключать. Вот, так что видео подошло к концу. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. И не забывайте ставить пальцы вверх. Таким образом вы меня мотивируете и поддерживаете. А поддерживать сейчас больше-то и нечем, потому что монетизации нет. И сейчас я только надеюсь на вашу подписку и на ваш лайк. Потому что только от этого у меня появляется желание снимать видосики и дальше для вас, придумывать какой-то новый контент. Так что не разочаровывайте, ребят. Надеюсь на вашу подписку и на ваш лайк. Ну и еще раз, с вами был Инвиз. Всем до новых встреч. Скоро встретимся.